Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я постараюсь быстренько рассказать вам о своих впечатлениях от использования, так себе, честно говоря, объектива Fujifilm 16 мм f2.8 WR. И да, я сразу же с первого предложения в ролике спойлерю, что он реально так себе. Ну, как бы ролик и так короткий, я думаю, осилите его досмотреть. И я все-таки здесь подробно постараюсь объяснить, что с ним не так и почему он плох. Объектив мне предоставил для обзора тот же самый подписчик, что и недавний XS10, на который я обзор выпускал на прошлой неделе. Ранее я другие Prime объективы от Fujifilm использовал. Вот эти вот их фиксы из среднего ценового диапазона, которые как бы вроде как и не запредельно дорогие, и вполне себе доступные, но по качеству должны быть, в общем-то, неплохими. И многие объективы там действительно выдают приличную картинку, ну, как бы такую, не то, что прям там звезды с неба хватающую, вполне нормальную. Некоторые, конечно, уже устарели, например, вот 18 мм f2, я вот самый первый, который еще в 2012 году вышел на старте, собственно, XF байонета вместе с X Pro 1, использовал некоторое время, собственно, из X Pro 1 я его и юзал, чтобы было как бы более наглядно. Обзор на X Pro 1, кстати, будет, если что, ну просто не супер скоро. Я не могу сейчас очень много времени уделять съемке видео, потому что, ну, занят, короче, есть дела другие. И тут объектив, в общем-то, оптически не так уж плох. Да, конечно, f2 у него абсолютно не рабочий, нужно прикрывать хотя бы до f2.8, чтобы какая-то более-менее картинка была нормальная. Но оптимально на него все равно на f5.6 будешь снимать. 18 мм очень удобное фокусное расстояние. Я имею в виду, конечно же, в эквиваленте, если считать, то там получается 28 мм. Моя любимая фокусная для вот каких-то таких каждодневных случайных снимков, не обязательно каких-то там уж прям серьезных. Дело, в общем-то, резкий, нормальный, но мотор там старый, жужжит как-то зверски, ну, хоботок туда-сюда ездит бешено, ну, такой, короче, уже устаревший этот блинчик. На Fujifilm X Pro 2, когда она у меня была, я использовал довольно долго, так и усердно 23 мм f2 из тоже вот этой вот серии праймов. Но тут тоже на f2 на самом деле очень мыльный, и там начинается с f2.8 более-менее какая-то вменяемая картинка, и все равно я снимал в основном на закрытой дырке, на f5.6. Там было в фокусном эквиваленте 35 мм. Я не то чтобы его там большой фанат, но оно вполне себе удобное, нормальное, можно с ним жить. Пробовал я, конечно же, и всеми любимый 35 мм f2 и 50 мм f2. Это тоже по-своему приятные объективы, хорошие, действительно, оптически вопросов они больших не вызывают, и даже на f2 они вполне себе рабочие. Ну, все равно, конечно, картинка похуже, чем если прикрыться, но, например, на том же 50 мм f2 у тебя получается при пересчете в эквиваленте 75 мм, это уже практически портретный объектив, и когда у тебя чуть-чуть картинка немножечко слегка помягче на максимально открытой, это даже скорее плюс. Ну, на 35-ке там, в принципе, он и на f2 даже довольно резкий. И у всех этих вышеназванных фиксов у них есть какие-то определенные черты, которые их объединяют, они все имеют умеренную светосилу, там не выдающуюся какую-то запредельную, но вполне неплохую. F2 это довольно большая светосила на самом-то деле. Также почти все эти объективы имеют в названии буковки WR, что означает Weather Resistant, но они имеют в своей конструкции множество резиновых уплотнений, соответственно, защищены от влаги и попадания пыли. Но не знаю, насколько там высокая степень, но нигде не указано. Ну и что самое главное, что основной, скорее, плюс этих объективов, это то, что они не очень дорогие, и при этом они маленькие и легкие. И я совсем, честно говоря, не ожидал увидеть там в этом вот ряду модельном такой вот светосильный, достаточно широкоугольный объектив. Ну, потому что законы физики как бы не то чтобы легко обмануть. Не, можно, есть, конечно, крутые широкоугольные объективы, там относительно компактные, даже сверхширики есть небольшие. Но как-то я слабо себе представлял 16 мм с светосилой f2.8 и такой вот прям крохотулечный. То есть это действительно сложно технически сделать одновременно и маленький, и светосильный объектив, и чтобы у него была влагозащита, еще чтобы он и качество картинки при этом выдавал какое-то более-менее сносное. Тут придется в любом случае чем-то вот из этих вот составляющих жертвовать. Или он у тебя будет большой, или он у тебя будет кривой, или там будет что-то еще плохо. Ну, то есть нельзя сделать так, чтобы прям все было прям замечательно. Это в принципе, очевидно. Так, например, у меня вот есть обзор на канале на Limited серию Pentax 15 мм f4. И там объектив, он очень компактный, но он жертвует, опять же, видите,
светосилой, он не f2.8 даже, а он f4, и при этом он жертвует также качеством картинки на открытых диафрагмах. То есть пока до f6.3, до f8 там не закроешься, у тебя прям картинка довольно-таки дерьмовенькая. Ну а Fujifilm в случае нашего сегодняшнего героя в угоду компактности решили светосилой не жертвовать, но он при этом все равно остался маленьким. Ну а что тут до качества картинки, мы посмотрим далее. Сначала, конечно же, объектив я покручу в руках. Объективчик очень маленький, он очень легкий и при этом, кстати говоря, влагозащищенный. Вот эта вот надпись WR, название означает Weather Resist, собственно. У него, конечно же, есть здесь вот резиновое уплотнение вокруг байонетного крепления. Ну, в принципе, как и все праймы Fujifilm, он, в общем-то, влагозащищенный, компактный, маленький, аккуратненький. Ну, единственное, что в основном у них у всех светосила все-таки f2, а у этого светосила всего лишь f2.8, но это скорее всего обусловлено, знаете, желанием сохранить максимально возможную компактность конструкции. Колечко фокусировки здесь тоже металлическое, но оно очень узенькое, и оно электронное, а не механическое, крутится в любую сторону сколько угодно. Колечко вот диафрагмы, оно приятно пощелкивает, отбивает третий стопов. Диаметр светофильтра 49 мм. Есть также еще довольно симпатичная пластиковая, правда, но все же довольно приятная внешне такая вот фигурная бленда. Ну и написано, что сделан он на Филиппинах где-то. И знаете, качество сборки очень хорошее. Чего не скажешь о качестве картинки. И вот тут, да, качество картинки у этого широкоугольного фикса от Fujifilm, ну, даже если очень сильно попытаться как-то смягчить выражение и попытаться как-то снизить немножко градус драмы, все равно я бы сказал, что это пиздец. Ну, конечно же, у объектива, у которого эквивалентное фокусное расстояние 24 мм, это, в общем-то, такой очень широкий угол, уже на грани сверхширокоугольников, и от него вы, конечно же, ожидаете довольно ощутимой дисторсии. Иногда бывает она очень круто у объективов, даже оптически исправлена, но не в случае этого, конечно, объектива. Здесь дисторсия присутствует, и еще какая. Ну и опять же, понятно, что Fujifilm с этим не будет мириться, он все это исправляет, это и в тушке программно исправляется, у тебя сразу подтягивается в RAW и в любом RAW-конвертере профиль объектива, если ты накидываешь, и у тебя дисторсия исправляется. Но сами понимаете, что если у тебя исправляется очень серьезная бочкообразная дисторсия, то у тебя обрезаются еще и края кадра при выравнивании, и опять же при выравнивании картинки у тебя очень сильно страдают углы кадра, потому что они, ну, как бы растягиваются, я не знаю, как это объяснить, ну, типа... Короче, замыливаются углы из-за того, что ты исправляешь коррекцию, хотя углы там и так не особо крутые и не блещут резкостью. Ну ладно, везде там примеры в основном у меня будут все с исправленными какими-то искажениями, с дисторсиями, хромотой и прочим. У меня профиль объектива всегда был включен здесь дальше. Трапециевидные искажения также много где исправлял, потому что, ну, это просто тоже очевидно, если я с нижнего ракурса что-то снимаю, корежит немножко перспективу. Это все понятно, но также здесь очень плохо обстоят дела и с засветками. Каких-то прямо супер очевидных там невероятных бликов на весь кадр, там, чтобы у меня там прям круги какие-то пошли цветные. Такого, конечно, здесь нет. Здесь не настолько сложная оптическая схема. Иногда бывает просто у очень переусложненных объективов такая вот беда. Нет, здесь такого нет. Но появляются прям, если солнце у тебя в кадре есть, появляется жесткая засветка, у тебя контраст падает, руинится просто картинка. Ну, просто неописуемая какая-то херня происходит. И на 24 мм, как вы понимаете, на такой широкий угол, особенно если ты снимаешь днем, то от солнца ты прям никуда особо не спрячешься. Солнце у тебя будет почти всегда в кадр попадать. Ну, просто неизбежно ты его захватывать будешь, только если прям отвернуться от него и снимать в другую сторону постоянно, нон-стоп, ну ты же не сможешь так сделать. И, ну, не знаю, ночью, может быть, ты сможешь солнца избежать. Но, опять же, ночью тогда у тебя будут другие точечные источники света, которые будут очень сильно руинить картинку. Объектив
прям отвратительное просветление имеет. Я не знаю, там нано-коутинг, там вот этот их Fujifilm знаменитый, что-то он тут как бы сосет бибу, честно говоря. Ну и объектива, как я показывал, есть симпатичная маленькая бленда, и она, естественно, никаким образом от засветок не спасает от боковых и каких-либо угодно. Ну, а уж хроматические операции тут просто засирают вообще весь кадр, всю картинку. И даже никакие внутрикамерные коррекции, и даже профили объектива с этим не справляются, только если там уже усиленно как-то кайму это убирать. Опять же, да, немножко жертвуя качеством картинки, потому что там алгоритмы могут что-то еще затронуть. В общем, в целом убрать, конечно, можно, но очень запарно. Но и хроматических операций здесь такое чудовищное количество, что они, знаете, вот не как бывает у некоторых объективов, которые там еще даже ругать умудряешься, ты такой, там с краю фиолетовая кайма где-то там в углу, там, ой, она портит мне картинку, там, или придется кропать, или сидеть на посте это исправлять. Здесь фиолетовая кайма у тебя есть вообще везде, по всему полю кадра, даже в середине есть фиолетовая кайма. То есть это вот примерно ситуация, похожая на то, как чудовищно себя вел объектив 14 мм f2.5 Panasonic, вот этот блинчик. У него, если ты в каких-то сложных маломальских условиях снимаешь, там в контровом свете у тебя какие-то границы контрастных объектов появляются, ну, то есть там, не знаю, ветки какие-то, не знаю, палки, балки, ну, что угодно, короче, все что угодно контрастное, если с переходом от темного к светлому, у тебя везде на всех границах будет страшная фиолетовая кайма, блять, хроматические операции здесь это просто жесть. Ну и резкости на максимально открытой диафрагме f2.8 здесь нет абсолютно вообще никакой. Очень мыльная картинка на максимально открытой дырке. Ну, в принципе, у всех этих праймов максимально открытая дырка там f2, здесь чуть потемнее. Ну, в общем, она у всех у них тоже не особо-то рабочая. И здесь она прям очень бедная, очень печальная. И резкость становится получше, только если прикрыться хотя бы до f5.6. Ну и даже если ты закроешься до f8, она в принципе не выравнивается. У тебя все равно остается центр более-менее резкий. Ну, то есть там в принципе даже на f8 полный порядок в центре. Но чем дальше к краям у тебя картинка расходится, то тем у тебя все мыльнее и хуже. И в основном я, конечно, старался снимать там на f5.6 или на f8. И благо, да, я даже там, если в тенистом лесочке каком-то снимал, я использовал Fujifilm X-S10, у которого есть матричный стабилизатор. Можно было выдержки как бы увеличивать и прикрываться, не повышая ISO. Но тут уже мой любименький баланс белого Fujifilm автоматически решил почему-то, что надо в лесу сделать все ужасно холодным, просто максимально все захолодить картинку, хотя она была тепленькая, приятная, в яркий солнечный день снималась, там везде кора, какие-то, знаете, иголочки, хвоя, там все это явно имеет теплые оттенки, даже мох какой-то там худо-бедно, местами да проглядывающий, все было в теплых тонах, но почему-то Fujifilm решил все сделать холодным. Не знаю, что у него там в башке творится, у этого алгоритма баланса белого. Все же пришлось это говнище тоже исправлять. Ну а подробнее про то, какой замечательный баланс белого, в кавычках, у Fujifilm вы можете посмотреть в моем недавнем обзоре на Fujifilm X-S10, например. В общем, в конечном счете я пришел к выводу, что более-менее как-то снимать можно, наверное, на f8 только на этот объектив. Там хоть как-то сносная, как-то немножко картинка выглядит, опять же, как в случае там Limited объектива, но у того на f8 картинка прям чудесная. Здесь она все равно не дотягивает по качеству.
Ну и вообще по качеству она не дотягивает до любого фикса, она просто непозволительно такое качество картинки для фикса. Ну это же не зум, и вроде как я так мог бы сказать, но при этом по факту многие зумы Fujifilm, которые, ну да, они, конечно, чутка там подороже, там тоже 10-24 и потемнее с f4 дыркой зум, он лучше картинку имеет на f16. Недавно вышел не такой уж прямо запредельно дорогой тоже зумчик на Fujifilm XF Bayonet от Tamron 1120 с хорошей светосилой f2.8. Без стаба, конечно, ну, опять же, если использовать на стабилизированной тушке типа XS10 и там вот этих современных актуальных каких-то, тут тоже нормально будет вполне себе. Там и сверхширокоугольный обзор есть, и просто ширик на 16 мм, там, опять же, картинка лучше, чем здесь. Ну и понятное дело, что у дорогих каких-то зумов, таких как 1650 f2.8 или там, тем более 8-16, это вообще самый дорогой зум-объектив, который присутствует в этой системе, там все хорошо, но эти объективы, понятно, про них мы не говорим, они охрененно дорогие, они охрененно качественные, ну, типа глупо сравнивать это, но просто к тому, что обычно у фиксов, даже если они не очень-то дорогие, качество картинки все же как-то, ну, превосходит зум, потому что у зума сложнее это сделать, но нет, тут вообще обратная ситуация, любой зум-объектив, имеющий это фокусное расстояние, ну, кроме, наверное, там древнего 1650 там кита, который темный, у остальных у всех 16 мм лучше, чем вот у этого объектива, про который мы сегодня разговариваем. Можно, в принципе, снимать какой-то стрит от бедра на этот объектив, потому что угол здесь достаточно широкий, 24 мм, чтобы захватить как можно больше всего, и снимать, соответственно, не глядя, просто спокойно там от пуза как-нибудь или с какого-нибудь странного ракурса. Тут все же лучше отключить этот тупой автофокус Fujifilm, потому что он все время пытается какую-то хуйню изобрести каждый раз, вместо того, чтобы сфокусироваться куда тебе надо. Лучше просто его выключить, прикрыть дырку и снимать просто как бы, ну, в гиперфокале с какого-то определенного расстояния снапшоты. В общем-то, у всех современных Fujifilm можно включить электронный затвор. Там более-менее считывание нормальное. Я думаю, что на таком широком углу у тебя не размажет особо людей при движении небольшом. Да, объектив, в общем-то, довольно близко может фокусироваться. Но, опять же, при близкой съемке, пока ты очень сильно не закроешь диафрагму, у тебя качество картинки будет дерьмовое. Я попробовал там какие-то цветочки на f2.8 снять, чтобы, может быть, хоть какую-то бакешку, да, получить. Качество картинки отвратительное. Там даже на какой-нибудь сверхширик лаова 7,5 мм f2, на f2 можно снять цветочек, у тебя будет при этом на микре, я имею в виду, будет бакешечка приятная, и при этом у тебя охрененно резкий он даже на f2 в середине, по крайней мере, потому что у тебя цветочек, очевидно, будет в середине. Здесь на f2.8 никаких вообще шансов нет нормальную картинку получить, будет все мыльное и отвратительное. Но если прикрыться, опять же, до f5.6 или до f8, то тут уже будет все поприятнее. Ну а так 16 мм f2.8 от Fujifilm это одно из самых хреновых, самых разочаровывающих, наверное, бесполезных стекол, что я за последние там, года держал в руках. Оно просто отвратительно. Я думаю, здесь все-таки слишком много принесено в жертву компактности, попытки сделать компактный объектив вот в этой линейке фиксов, вот этих вот праймов с относительно высокой светосилой. В первую очередь, конечно же, здесь принесено в жертву оптическое качество, и это очень грустно. В принципе, если для тебя важна невысокая цена и компактность и легкость объектива, то да, наверное, это твой объектив, ну, если тебе на все остальное пофиг. Ну, если тебе не безразлично, что ты снимаешь, то, конечно, лучше держаться от объектива Fujifilm 16 мм f2.8 WR подальше. Если мы, опять же, посмотрим на систему XF, на этот Bayonet Fuji, то мы сразу же увидим, что здесь не очень-то богатый, конечно, выбор объективов с таким вот именно фокусным расстоянием. Есть родной 16 мм f1.4 с отменным качеством оптическим, но он гораздо дороже, конечно. Но, опять же, если тебе не безразлично, что ты снимаешь, то ты готов, я думаю, вложиться в это все мероприятие и купить такой объектив. Есть также фикс, также 16 мм и с дыркой f1.4 от Sigma, у которой Contemporary серии. Да, она, наверное, попроще, чем там Art какая-нибудь стекло, но при этом оно охеренно резкое, охрененно крутое. Вот этот объектив, он очень классный. Вот я на него снимал, и на кропах снимал, и на микре он там прекрасно себя показывает, на любой системе, для которой он выходил.
Сигмовский объектив очень крутой, но он, конечно, опять же, крупный, но при этом он недорогой. Ну, а Fujifilm 16 мм f2.8 это кусок говна, не заслуживающий вашего внимания. Я даже не удивлен, что, в принципе, на Ютубе довольно мало обзоров на него существует. Наверное, скорее всего, большинство блогеров, которым этот объектив, там, может, предоставлялся самим Fujifilm, они просто постеснялись его жестко засирать, ну, там сказали пару слов, что да, он там немножко мульноват, тут немножко хроматических операций. Немножко это пиздец, там прям множко. Я стараюсь своим подписчикам рассказывать всю правду матку, говорить, как оно есть, и не стесняюсь в выражениях, так сказать. Так что, ребята, если у вас там прям вот чешутся руки, хочется потратить денег на какой-то широкоугольный фикс, воспользуйтесь лучше моими советами, купите какую-нибудь или Sigma, или родной светосильный объектив, или вообще зум какой-нибудь классный купить. От Tamron вполне себе прикольный объектив 11-20, он вполне неплох, да и родной 10-24 тоже неплох, но у него светосила просто поменьше. Ну, а на сдачу, на сэкономленные деньги и на сэкономленные свои нервы можете подписаться на мой Бусти, ссылка в описании есть, и задонатить своему любимому блогеру на шоколадочку. Ну, а я постараюсь и в дальнейшем вас беречь от таких дурацких покупок, как вот этот объектив. Ну, мало ли, вдруг вы там с дуру захотите прикупить такое говнище. Ну, пора заканчивать. Надеюсь, вам было интересно узнать мое мнение. Обязательно подписывайтесь, если еще не подписаны. Ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы думаете. Если, допустим, пользовались, там, поделитесь своим опытом, этими объективами, которые я тут озвучивал. Ну и, как обычно, желаю всем хороших снимков. Пока.